Приветствуем вас на телеканале. Ты не слишком зазнался или да? Приветствуем вас на канале Professionals Life. Меня зовут Сергей. И вот мы закончили очередной проект по оснащению лодки. Гладиатор 420, это РИП, и мотор Suzuki DF30, четырехтактный, от комплектации ТС по дистанцию, стримом. Значит, мы эту лодку уже делали. Посмотрите, там в описании есть видео, где мы на эту лодку ставили 18-сильный Тахацу. Вот, мотор был румпельный, мы переделывали его под дистанцию, то есть машинка была не оригинальная, установочный комплект на него ставили. А сейчас уже у нас все фирменное, все оригинальное, запуск от ключа. Скажем, то, что мы здесь переделали. Вот. И начнем с рундука. Сюда мы поставили бак на 25 литров. Это фирменный бак, который идет с данным мотором. Сепаратор решили поставить сюда, ну, чтобы вся топливная система была на месте. Не стали ее туда выводить к трансу, потому что нам показалось, что здесь как раз место для него. Ну, соответственно, поставили шланг с грушей, топливо вывели через консоль, и дальше она пойдет у нас к двигателю в своем пучке проводов. Вот такой сепаратор. А я сейчас приступлю к этой единственной консоли собирать электрику. Серега, ну что делаешь-то? Чем занят? Смотри, у нас электрика, распределительная коробка. Провода на прикуриватель вообще тут повышенной мощности, не знаю, тут по 2,5 квадрата, наверное. Красный, все это плюс, синий минус. Везде красный, раздаточная коробка. Покажи вот такую. Вот так мы ее разводим. Электриком. То есть можно не беспокоиться? Тройной, мне кажется, атомная подводная лодка меньше за запас прочности, чем здесь. Вот так выглядит это змеиное гнездо. Сейчас будем уже ставить консоль. Вот такой вот куб проводов получился. Чтобы отдельно не было никаких шлангов, чем меньше проводов для нас цель, тем лучше. Вот, консоль, она как была, так и есть. То, что мы ставили, спорт винботовская, значит, эхолот, он же был уже. Значит, единственное, что мы поменяли с того проекта, мы поменяли панель включения, значит, приборов. Значит, та была панелька немножко другая, нам привозил Михаил, но жаловался, что там кнопки заедают, контакты как-то не очень там. Ставили вот эту надежную, уже проверенную панельку. Здесь, соответственно, как и было, ходовые огни, топик, его не было, мы его уже установили дополнительно. Безопасность, чтобы было хорошо лодку видно сзади, не только спереди там. Ну и, соответственно, осушительная помпа, без нее никуда. Вот, машинка здесь фирменная, сузуковская, руль то, что был, то и есть. Все от ключа заводится, значит, здесь у нас все провода уже идут в одной гофре. Вот, ничего лишнего. Вот, подобрали вот такой рундук. Сделали мягкие накладки, откидную спинку сделали. Вот, механизм из нержавеечной стали. В рундуке у нас аккумуляторный ящик. Специально его сейчас ставим на левый борт, для того, чтобы соблюсти развесовку по лодке, чтобы не был загружен правый борт. Поэтому решили вот так в гофру закрепить гофру, чтобы безопасно можно все складывать, не зацепить никакие там провода, ничего там не выдернуть случайно и так далее. Поэтому поставили аккумуляторный ящик туда, сделали разводку массы, выключатель массы поставили в крышечку. Здесь он там в принципе не мешает, он справа находится, и удобно, собственно, и хорошо получилось. Значит, переходим к задней части. Здесь у нас осушительная помпа установлена внизу. Ну, она вот так как была, так и есть.
Вот, значит, мы его вытаскивали, поменяли клепки, поставили еще дополнительно шайбы, чтобы уже там хорошо держалось. Ну, здесь, как обычно, все в гофры. Затянули. Троса газ-реверс. У нас подошли те, что были. Вот. В принципе, здесь петля небольшая, я думаю, мешать не будет. Даже если сюда что-то положить, думаю, вполне нормально. Ну вот, топик поставили, все, естественно, в гофорке, чтобы никакого ультрафиолета на проводах не было и так далее, попадания. Вот. Дальше переходим уже к двигателю, собственно. Положение двигателя очень приличные, очень хорошо выворачивается. Вот. На других двигателях это бывает гораздо меньше, на этом прям вообще хорошо. Значит, нам при установке пришлось подкладывать здесь такую влагостойкую фанеру из березы. Вот, то, что используется на трансах лодок. Потому что здесь вот такая труба идет, и болт уходит как раз вот так рядом мимо этой трубы. И, соответственно, чтобы был хороший упор, поэтому подложили вот такой набор, сделали из фанеры, подложили все, чтобы четенько все держалось. Снизу мы закрепили уже, попадаем в трубу, с обратной стороны все хорошо загерметизировали. Все, вот ставим мотор. Здесь вот эти направляющие, вот такие в виде таких вот труб. Вот, поэтому будем герметизировать снутри. Делаем таким вариантом. Вот так Генчик прицелился. Так, вот так. Сначала сделаем между гайкой и болтом. Есть. Сейчас мы сделаем так. Сейчас мы делаем между шайбой, потому что там под палубой намазать очень сложно, поэтому придумали вот такую технологию. Надо запатентовать. Вот так, отлично. И сейчас нам остается только ее вставить под палубу, и все. И туда водичка попадать не будет. И мотор, что касается выставления по высоте, нам тут особо ничего делать не надо было, так как кавитационная плита очень четко подходит. Все в рамках допустимых. Видите сами, все как раз в нижнюю точку киля упирается. Все отлично стоит, поэтому ничего подкладывать под струбцину не пришлось. Это радует. Вот. Ну, остальное уже по ходу уже будет выставляться все тримом, подбираться максимальные обороты. Тут мотор имеет хороший угол, поэтому косых ставок не надо будет. Я думаю, что дельфина здесь и так не будет. А что касается тех работ, что мы еще сделали, значит, мы еще приложили руки к днищу лодки. Нам пришлось полностью все разобрать, то, что было. Гена, что там у тебя не получается? Да нет, нормально все. Вот у нас идет разборка Гладиатора 420, он был под Тахацу 18-м. Сейчас будем ставить сюда Сузуки 30-очку, такую вот красавицу. Здесь консоль снимали, ну полностью все снимали, значит, потому что нам Михаил позвонил и сказал, что там у этих лодок есть слабое место, прилегание баллонов к корпусу лодки, вот в то седло, в которое они вклеиваются, и там вот этот нижний кант, где прикатывается ПВХ, в этих местах она начинает рваться. Смотри, Миша, ты был прав. О чем ты говорил? Вот есть места, видишь? Вот они. Прорываются. Мы лодку перевернули, стали осматривать. И действительно по левому борту нашли кусок уже порвавшийся ПВХ. Вот. Соответственно, мы все зачистили как следует, так как лодка стояла на Финском заливе в яхт-клубе. Она была постоянно в воде. Ацетоном, наверное, проходили раз 5-6, чтобы дойти до первоначального состояния ткани. Сергей Альбертович, расскажи, что ты делаешь. Да, сейчас делаем обезжирку. Вот после Финского залива
лодка очень пропитывается, вот от водорослей видно вот это все отложения. И тут уже второй слой, 2 тряпки уже израсходовали. Чтобы все тщательно обезжирить, все это надо удалить, чтобы сюда спокойно уже можно было сделать накатку. Да, сейчас вот тщательно промазываем привальную ленту или ленту для усиления. Да, Геннадий? Да. Хорошо втираем. Втираем так. Стирать это мое. Ну вот накатали усиление, как раз вот на стыке прикатки, значит, баллонов к днищу. Теперь, значит, на этом, скажем, сегодня наша работа закончена. Теперь это все будет сохнуть до завтра. Приклеили вот такое вот усиление. Вот, это вот 9 сантиметров ширина, очень толстая, плотная резина. Вот она уже, думаю, там держаться будет точно хорошо, не порвется, потому что она очень плотная. Ну вот, прикатали эту резину, усилили сразу по обоим бортам, чтобы уже к этому не возвращаться. А сейчас делаем, значит, поднимем двигатель и подкатим бочку. Вот у нас такая бочечка есть, тестовая, для тестов, бочка для тестов. Сейчас я подкачаю бензинчик. Так, ну что, попробуем. Сузуки, одним словом. Сейчас он прогревается. Так, вот у нас одно из тех заданий было подключить показания двигателя к карт-плоттеру Raymarine. Использовали NEMEA кабель. Подключили датчик к скан разъему. Вот, и через NEMEA кабель он пойдет у нас уже непосредственно к двигателю. Сейчас я вам покажу, в какую шину он входит. Это также все пойдет по гофре у нас. И здесь вот можно посмотреть. Вот сюда установили скан-шину. Вот она у нас. Здесь подходит у нас данные из двигателя. Здесь у нас уходит разъем на карт-плоттер. И здесь у нас крайний разъем, это у нас питание. Вот через такую шину подключается карт-плоттер к двигателю. Смотрите, вот показания. Вот идет заряд, вот прогревается, вот его обороты показывает 900. Вот. И сейчас, если мы газанем, обороты. Сейчас можно проверить включение передачи. Все, охлаждение идет. Все нормально работает. Сейчас заднюю включу. Сейчас можешь показать лампочки, как тестится. Все гаснет. Все работает корректно. Чик. Окей. Все работает корректно. Двигатель Suzuki 34-тактный. Это идеальный мотор для данной лодки. Вот. И вот мы заводили ее. Что значит 4-тактный? Ни дыма, ни запаха. Если бы мы сейчас завели двухтактный двигатель аналогичной мощности, нам бы пришлось бы тут открывать ворота, все сдвигать назад, потому что здесь дымовуха бы уже была такая.
экологии никакой, естественно. Вот, поэтому я, конечно, всегда рекомендую своим клиентам, чтобы рассматривали двигатели именно четырехтактные. Вот, подходя с заботой, значит, к экологии нашей, к водоемам, ну и, собственно, к себе тоже, чтобы не дышать этим дымом. На этом будет все. Мы сейчас будем уходить в небольшой такой отпуск по улучшению нашей инфраструктуры. Мы переезжаем в новое помещение, будет новый сервис, будет больше возможностей. Надеюсь, мы свои сроки сможем за счет этого еще уменьшить. Вот. Ну и, как всегда, конечно, будем рады вас видеть в нашем сервисе. Вот. Будем рады работать для вас, воплощать все ваши пожелания по оснащению лодок под дистанционное управление. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И в декабре будем рады видеть вас в нашем новом сервисе. Приезжайте, будем делать лодки под вас. Будем постоянно. Что за фигня? Не так. Не идет. Короче, стоп.